Всем здравствуйте, меня зовут Анжелика, в студии, в эфире, студия ручного кружева Delays. Сегодня у нас прямой эфир посвящен знакомству с нашей студией, с нашей командой, просто с нашей историей, как у нас началось, вся наша деятельность, с чего началась, да, и я думаю, что такой эфир, он может немножечко вам показать нас с человеческой точки зрения, да, что мы за люди и как мы здесь все оказались. Я подготовила небольшую презентацию с фотографиями, с примерами, да, наших мастериц. Сейчас так и найду. Вот. Надеюсь, презентацию видно. Коротко, да, эфир рассчитан на 50-60 минут. После того, как презентация закончится, вы можете включать свой микрофончик. Для этого, чтобы мы вас услышали, нужно поднять руку. Там такой человечек внизу нарисован на синей кнопочке. Нажимаете, мы включаем вам микрофон, и вы можете задавать свой вопрос. Либо, если хотите, можете подключить камеру. Если не хотите, камеру не обязательно подключать. То есть в любом случае мы вас услышим. Студия ручного кружева Delays уже несколько лет вяжет изделия на заказ, а также мы работаем онлайн. Я еще раз представлюсь, меня зовут Анжелика, я дизайнер, соавтор мастер-классов наших. Мне 28 лет недавно исполнилось, вяжу я только спицами, живу в городе Омске. Есть большая собака, и у меня очень талантливая мама, она вкусно готовит и невероятно красиво вяжет крючком. Раиса Демидова – это моя мама. Она основатель нашей студии, главный мастер студии, ей 55 лет. Она автор мастер-класса «Болеро», «Жакет» и «Мастер». Создатель манекен-изделия, вяжет крючком и спицами. Сколько себя помню, всегда ходила в вязаных шапках, шарфах. Это каждую зиму обновлялась у меня одежда, можно так сказать. Она прекрасная жена и мама 2 детей. И также хорошая хозяйка 2 собак и любительница детективов. Наш главный администратор Света, ей 24 года, она живет на 2 города, это Красный Сулин и Ростов-на-Дону. Главный креативщик наших всех видео, фото, контента. Я думаю, что вы заметили, как интересно она составляет контент-план в наших социальных сетях. И, конечно, самый доброжелательный администратор. И да, это именно с ней вы общаетесь почти каждый день. Наш куратор и мастер студии Лариса Дэй, автор мастер-класса «Новичок», «Погружение» и мастер-класс «Цветение». 1 сентября делали такой очень небольшой мастер-класс. Живет она в области Краснодара, вяжет крючком и спицами, стаж более 38 лет, и, поверьте, у нее есть чему вас научить. Она прекрасная жена и мама 4 детей, любительница огорода и цветов. Кстати, мы недавно запустили такую рубрику в наших прямых эфирах по четвергам, которые мы проводим традиционно в нашем канале Delays Studio на в телеграм-канале. Называется «Путь к мастерству». И эти эфиры мы записываем и выкладываем на YouTube. Поэтому, если вы хотите, подписывайтесь, смотрите. Эфиры реально очень интересные, мастера делятся своей историей. Наш куратор и мастер Альбина Буймистер. Альбина, она у нас будет куратором в мастер-классе «Жакет». То есть это ваш куратор будущий, если вы пойдете учиться на мастер-класс «Жакет». Я думаю, что вы видели мама 2 сыновей, я помню, она вяжет и крючком, и спицами. Прямой эфир у нас был совсем недавно, дней 9 или 10 назад, посвящен ей. Каждый четверг вот то, что мы проводим. И поверьте, вот ту историю, которую рассказала Альбина, она очень вдохновила. В конце она поделилась, что она получила заказ на жакет, да, который мы тоже прорекламировали в одном телеграм-канале. И это невероятно вдохновляет, когда мастера рассказывают о своем пути. Наши услуги, в которых направлениях, да, в которых мы работаем основные, это мастер-классы онлайн с 2020 года, манекены ручного производства для мастеров и это изделия на заказ. Что же такое ирландское кружево? И, на мой взгляд, это одно из самых красивейших кружев в мире, где вяжутся мотивы отдельности, да. Особенность этой техники в том, что мотивы вяжутся отдельно. Мне кажется, каждый мотив – это, в принципе, как произведение искусства. Их можно вязать очень много,
Потом они раскладываются на манекене, либо на планшете, как удобно мастеру, и собирается сеточка. Сеточки тоже бывают разных видов, и с клоун-свистонами, нерегулярные, и регулярные, и с шишечками. В общем, там тоже целый полет фантазии, как можно соединить все эти мотивы. И в конечном итоге получается изделие, которое полностью собрано из этих мотивов и сеточек. С чего же все началось именно в нашей, в нашей истории, в нашем, не знаю, жизненном пути? На самом деле все очень банально. Все, конечно, началось с увлечения и хобби. Были и, конечно, там, по друзьям, да, такие изделия на заказ выполнялись. И, как сказала однажды Раиса, прежде всего ей хотелось создавать красивые вещи для себя и близких людей. Но, как и у любого мастера, у нее был учитель, такой проводник Раисы в мир ирландского кружева Марина Ивановна. У меня есть небольшое видео. Раиса мне буквально за 10 минут до эфира его скинула. Ссылочка, это вторая. Это вторая? Звука нету. Звука нет? А я не знаю, как показать. Я со звуком показываю. Сейчас, подожди. Самые греческие цветы. А так? Один другой вот так. Ага, ошибка. Нет, не ошибка. Его просто нужно вот так и вот так чуть-чуть сеточку расправить, зафиксировать на поверхности и утюгом прихлопнуть. Все. Лежерский цветок на 5 плюсов. Так, и второе видео. Проблемы нет. Когда-нибудь шею свернуть. Так шею завернуть. Потом под локоть. Когда уже монитор переворачиваю. Девочки, у меня с шейными позвонками проблемы. Я когда-нибудь шею сверну, вы что делать будете? Вот. Я никогда не знала, что это проблема. Но, проблема. Потому что когда элемент лежит прямо, да к тому же он еще приведен в порядок, он расправлен и отпарен, гораздо проще увидеть ошибку. Но почему в мятом платье не выходим на улицу? Почему куратор старается бегом из-под крючка сразу выдать элемент? Смотри. Нет, у меня, конечно, зоркий глаз, почему у меня еще 2 глаза? Это очень трудно, просто-напросто. Я вот сейчас с бесплатным потоком уже вешаюсь, честное слово. Они до сих пор не могут вывести, как свой. Вот никогда не знала, что листик – это такая проблема. И тоже, и вот так вот перевернуть, и так поставят, и вот так поставят, как только не поставят. Так что у меня к вам убедительная просьба. Вы вяжете все очень хорошо. Вот просто хорошо. Вы идете вперед семимильными шагами. Я очень за вас рада. Пожалуйста, пожалейте пожилую женщину. Элементы все были вот так вот. А почему я прошу их отпаривать? Не обязательно отпаривать. Такая сегодня свяжем один. Мудрость от Марины Ивановны. Марина Ивановна была нашим куратором на протяжении 2 лет в мастер-классе «Жакет». И, по-моему, даже в балеру она успела поучаствовать. К сожалению, в 2021 году по всем известной болезни Марина Ивановна ушла. Вот. Но след, который оставил этот человек, мне кажется, останется в наших сердцах навсегда, особенно для тех, кто с ней успел соприкоснуться. Сейчас я хочу дать слово Раисе Петровне, чтобы она немного рассказала о своем учителе и о своем пути, да, как, с чего начинался ее путь в мир ирландского кружева. Микрофон. Здравствуйте всем.
Очень приятно, конечно, когда смотришь вообще старые свои фотографии и вспоминаешь тех людей. И вот тоже сейчас мы вспоминаем наш путь. Это как наши вот пройденные вот эти ступеньки, которые у нас уже были. Просто с теплом, с любовью всегда это вспоминаешь. И, конечно же, тех людей, которые были с нами рядом когда-то. Кстати, я даже не знала, что сегодня будет именно вот такой вот... такая конференция, посвященная вот нашим таким ступеням. И Анжелика мне сказала, чтобы я рассказала о своем учителе. Вы знаете, только вчера сидела, смотрела фотографии своих старых изделий, и я зашла на почту Марины Ивановны. У нее такая смешная была почта, Маринака. И вот даже сейчас она вот помогает, сохранились все фотографии, все переписки. И я вчера вообще с таким наслаждением читала. Этот человек настолько, у нее была настолько красивая речь, и она так красиво писала. И вообще замечательный человек, очень талантливый был. И то, что от нас, конечно, вот то, что осталось для нас, ее вот это творчество, мне очень приятно. Всегда с теплом вспоминаю этого человека. И, вы знаете, я благодарна ей, что она вообще встретилась на моем пути, и она заставляла меня вязать. Вот, вы посмотрели, у нее такой был такой замечательный характер, который, ну, просто боец. Она никогда не сдавалась, она настолько была вообще вот в себе уверена, у нее такой был стержень внутри. И я благодарна, что вот такой человек встретился на моем пути и заставил меня именно учиться ирландскому кружеву. В тот момент, когда вот мы с ней встретились, мне, если честно, вообще ничего не хотелось, и я была в очень плохом таком психологическом состоянии из-за того, что столько лет и никак не можешь себя реализовать как талантливый человек, и понимаешь, что инструмента необходимого просто даже нету в жизни. Вот возможности есть, вот как бы, а зацепиться инструментом нет. И благодаря Марине Ивановне, конечно же, вот она мне привела вот этот любовь к ирландскому кружеву. Вы знаете, вот этот крючок так зацепил, что до сих пор не могу оторваться, и поэтому очень-очень помогает в каких-то даже придумывания новых элементов. То есть мозги очень структурированно работают. Я думаю, что для всех это ну, вот, возможность себя вот, как бы, вот, как сказать, оставаться ну, вот, востребованным человеком при всем возможности, при всех. Поэтому благодарна, конечно, тем людям, которые вообще встречались на моем пути, и моей дочери, которая вовремя посмотрела и решила, что она сможет именно вот, преподать это, донести это другим. Потому что если мы с Мариной это делали в удовольствие для себя, с надеждой, что когда-то мы сможем с ней ну вот, выйти к людям. Но к людям мы выходили из-за того, что Марина рекламировала в Одноклассниках фотографии моих изделий. Я плохо вообще... Да-да-да. Давай немножко откатимся назад. Скажи, пожалуйста, как ты познакомилась с Мариной? И вот эти первые уроки по крючку, вот по вязанию, как они начинались? Я просто вязала, я познакомилась с ней, она открыла маленький бутик у нас в торговом центре, и я
вот общаюсь с теми людьми всегда, которые вяжут. И когда я стала с ней общаться, мы с ней зацепились и просто вот общались по ниткам. Потом я увидела ее изделия, которые она вязала и продавала. Мне очень понравились. И все. Вот на этом как бы наше знакомство тогда закончилось. И только потом, я не помню, как это произошло, мне просто нужны были нитки. Я обратилась к ней, и мы начали вязать. И я стала с ней делиться то, что я делаю. И все больше и больше. А так как у меня в тот момент никого не было из вот, окружения, Анжелика была в другом городе, и я была одна. Не надо было с кем-то общаться, и я общалась с Мариной Ивановной. И вот Каждый день да, скайпа. да, утром я бежала, показывала ей, что я связала. Она мне рассказывала, что можно вот здесь. Она меня приучала к ирландскому кружеву. Она мне сбрасывала какие-либо работы других мастериц. Смотри, вот здесь еще, вот здесь еще. Вот она подбрасывала мне вот эту информацию каждый раз. И я, если честно, не знала, как вяжутся некоторые даже, ну вот, фрагменты вот в ирландском кружеве. Для меня это было... Я понимала, что надо что-то в себе менять именно в подходе к вязанию крючку. Поэтому Марина, она меня, точнее, переучивала. То, что я сама умела вязать крючком, это оказалось недостаточно по знанию. Мгм. А также Марина Ивановна, она, насколько я помню, это вот ее изделие, которое вы совместно вязали. Я помню, что я его сфотографировала, когда мы только-только были вот в начале, можно сказать, пути, а она связала... То есть на самом деле она тоже умела вязать. Я помню, что даже с первым заказом она нам помогала. Потом, когда мы уже пустили мастер-классы онлайн, она стала куратором нашего потока. Не первого, а второго, по-моему. Со второго потока она стала куратором. Ну и третий поток, и насколько я помню, там было очень много людей пришло, и она прям так любила все прямые эфиры, подключалась, все слушала с удовольствием. Вот сейчас видео, которое вы видели, видеообрезки, она рассказывает, почему важно отпарить элемент перед тем, как его отправить куратору, потому что надо его расправить, отпарить, да, чтобы видно было каждую петельку, чтобы она могла дать вам наилучшие рекомендации. Вот. Я все верно говорю, нет? Да. Я, конечно, когда общалась с Мариной Ивановной, я поняла, что это совсем другой мир. Именно вязание, но меня так затянуло, что просто до сих пор там своими мечтами, своими фантазиями, поэтому придумываю дальше. Вот, честное слово, не хватает, конечно же, того человека, с которым когда-то все началось. Но Вот. по сути это действительно был такой учитель для тебя, да, то есть, может быть, вы и начали немножечко в формате знакомства, да, но все это переросло в такого наставника, которому ты регулярно показывала свои изделия, свои работы, она делилась своими мыслями. И я помню, она была такой активной как пользователем Одноклассников. У нас ни разу практически, не было какой-то там группы, только недавно мы ее завели и как бы дублируем туда контент, и то очень редко. А она там и постила все фотографии, и рассказывала, и благодаря ей даже у нас, ученицы приходили через нее, потому что она активно общалась с людьми в социальных сетях. Человек в жизни был, возможно, одиноким, но именно благодаря социальным сетям она нашла свою компанию по увлечению. То есть она начала общаться, и она была, мне кажется, такой королевой, с ней было так весело всегда ее слушать. Я помню, когда она на прямой эфир пришла под Новый год, она просто довела там до слез счастья, мне кажется, всех, потому что со своими шуточками это было гениально, правда. И вот мы вырезали, у нас есть прям кадры. Ох,
У меня есть еще презентация дальше. И, надеюсь, ты не против, я ее покажу. Так. Видно экран? Нет, не видно. Так, сейчас. Не видно. Угу. Приготовилась смотреть. Хорошо. Так. Первые шаги, получается, у Раисы Петровны получились в сторону ирландского кружева благодаря учителю Марине Ивановне. Мы провели фотосессию, когда уже было достаточное количество изделий связано, да, и нужно было это как-то все, можно сказать, оформить. И поверьте, никогда не пренебрегайте фотосессии, даже своих каких-то первых работ, чтобы просто вот была возможность посмотреть, что вы умеете, да, какой у вас навык, какой у вас путь творчества. Вам потом даже будет очень приятно это все пересматривать и видеть свой рост. Я вам это гарантирую. Изделия были абсолютно разные, да, то есть вы видите, это и скатерти, это юбки, платья, сумки, пляжные платья, накидки, и зимние, это уже, по-моему, на заказ, вот как раз для этой модели ее парень заказал связать вот этот свитер зимний, такой розовый, потом был на заказ, как же это называется у нас, кардиган, это кардиган же? Зимний такой теплый. Я думаю, помните, был прям... Что? Кардиган, правильно, да? Да, кардиган. Был прям бум на вот это вязание, имитация вот этих кос, да, больших. Это уже такое приближение, можно сказать, к ирландскому кружеву у Раисы. Вот, еще я что нашла. В прошлый раз мы не показывали это в презентации. Это просто первые мои шаги были в ирландском кружеве. Я когда-то увидела фотографии, по-моему, в 2013 году, и было интересно, я искала, по привычке искала, что это где-то в журнале, где-то есть элементы, которые, как и сейчас, думала, что это где-то в журнале выставлены эти фотографии хорошего качества, и я думала, что это в журнале, в каком журнале только не нашла. И тогда просто связала по своему фантазии. Вот просто рассматривала фотографии и вязала. Вот и все. То есть как бы вот я попробовала связать это платье в цвете. Но это была первая работа. Если вы видите, что тоже там работала с цветом, я поняла, что в той возможности, которая сейчас, я только начинала тогда вязать, и поняла, что не хватает именно технических вот таких проработок. То есть сначала необходимо для того, чтобы вязать изделия, проработать технику, проработать именно на нецветной нитке, на однотонной, на монохроме. И тогда, когда вы понимаете все нюансы вот рельефа, да, рельефа, то тогда можно уже попробовать и с цветом. Но, то есть, как бы вот этот шаг, это как проработать рисунок. Я сама архитектор, поэтому я понимаю, что именно вот рисунок, подача еще, да, еще зависит и окончание произведения. То есть, вот если есть хороший, грамотный рисунок, вы владеете хорошо техникой, то уже с цветом это уже как бы вторично. Ну и в том, что я еще поняла, что возможность ниток по цвету, например, если я смогла подобрать, да, то
большинство в нашем магазине, просто нитки разные настолько от производителя, что здесь со своими фантазиями есть ограничения. То есть не полностью палитру мы сможем взять. У одного производителя есть какая-то вот своя палитра. То есть взять другую ниточку, которой тебе не хватает, ты не сможешь из-за того, что есть ограничения по палитре у этого производителя. Поэтому есть вот такие моменты. И, конечно же, я думаю, что вот такое ирландское кружево, где у нас идет ниточка на сеточку, именно ниточка с элементов. То есть по толщине это та ниточка, из которой вы вяжете элементы. Я думаю, что все пробовали такие делать. Это более такое простое вязание ирландского кружева. Есть у нас и в журналах такие вот элементы, такие моменты именно по вязанию. То вот здесь вот можно попробовать. Эта ниточка толстенькая, а у нас идет ирландское кружево монохром, и это идут от старинного ирландского кружева. То есть мы взяли по другой вот тропе, пошли изделия с возможностью именно вот этого рельефа передать в элементах объем. А теперь можно я дальше, потому что мы об этом еще будем говорить, не спеши. Хорошо, хорошо. Ну, это тоже было первое мое изделие. Это Анжелика сделала, кстати, фотосессию моих изделий просто так, чтобы для того, чтобы меня вдохновить. Угу. И, знаете, я никогда не забуду глаза мастера, когда она видит свое изделие на модели. Это тот самый момент, который стоит всех усилий. Фотосессии, пожалуйста, проводите. Вот прям не жалейте. Это правда очень важно запечатлеть ваше искусство. Мы собрали все эти фотографии с фотосессии, сделали рассылку и получили наш первый заказ на ирландское кружево. Срок изготовления был очень короткий, всего месяц. Мы практически не спали, но мы сделали наш первый заказ. Это уже наш первый заказ. Он был сложный, честно вам скажу, потому что ниточка была, во-первых, красная. Красная ниточка вязать сложно. Я никогда в жизни не занималась дизайном изделия, тем более кружевного. И просто пришлось, да, как будто бы. Но это было действительно очень интересное приключение. Марина Ивановна нам помогала вязать перышки в это изделие, и мы сделали 2 вида таких, то есть там можно было как коктейльный вариант платья с золотым подкладом внизу, да, и с красным подкладом сразу ушла вот эта юбка, рыбка, ее называют стилисты, русалка, да, еще вот так вот могут назвать. Изделие было интересным, и такое первое приключение, когда за месяц вам ставят такой короткий срок, но там не было других вариантов. Заказчица, она очень сильно хотела успеть погулять в этом платье на свадьбе своего сына. И отчасти немножко даже затмить всех, потому что ей вот хотелось вот выделиться. Но ей это платье, оно очень-очень шло. И потом понеслось. Мне кажется, Раису Петровну после этого было уже не остановить. Она действительно взялась за крючок основательно и начала изучать именно технику ирландского кружева. И, конечно, с каждым платьем техника становилась все лучше и лучше. И обязательно проводились фотосессии. Вот эту фотосессию, например, делал Александр, ее муж, будущий на тот момент. Это был заказ изделия именно в технике гжель. И здесь именно родился цветок гжельский. Вот если вы увидите на плече у девушки вот здесь, да, именно гжельский цветок. Оттуда и пошло название гжельский цветок, потому что он был именно включен в это платье. Далее платье Каберне, виноград, платье Суламиф.
Были даже заказы на воротничок, да, небольшие такие изделия. Детские заказы, детских платьев. Ну и, конечно, всегда, мне кажется, такая основная мечта мастера — это связать какое-то очень роскошное масштабное изделие, и этим изделием стало свадебное платье. И Раису, как говорила уже, реально было не остановить. Она вязала, вязала, вязала. В процессе вязания у нее создалась идея, как именно манекен изделия создать, чтобы вот этот шлейф выложить, да. Как она сказала уже, она архитектор по образованию, ей было удобнее мыслить масштабно, да, чтобы в объеме это было видно, каждый рисунок, не заморачиваться с этими выкройками, чтобы потом не понять, там, как их там склеить. Вот если рисунок вот здесь, да, он здесь и останется в самом изделии после того, как вы сделаете уже сеточку. Ну и, конечно же, фотосессия свадебного платья. Эта фотосессия, кстати, это свадебное платье потом помещали на обложку дважды в 2 сезона в журнал «Ваша свадьба». В нашем городе это довольно-таки очень такой популярный, крупный журнал, крупный бренд. Они проводили выставку каждый год. Я сейчас, если честно, уже не знаю, но, по-моему, до ковида они прям каждый год проводили эту выставку, и именно там можно было прийти невесте и выбрать всех специалистов в нашем городе, связанных с этим праздником, да. И вот наше платье, оно было на обложке. Далее Раису приглашали на разные мероприятия в городе Омске, рассказывали, позиционировали ее как мастера, да, нашего города по вязанию там крючком, мастера ирландского кружева. Она участвовала в разных, даже как не телепрограммах, а вот такие как репортажи короткие, выставки в Казахстане была, в Новосибирске, в Москве мы участвовали на выставках несколько раз. Мы провели дефиле с ее изделиями, когда уже собралась такая небольшая коллекция в 2018 году в октябре, да, это было. А через год ее позвали принять участие в международном форуме социальных предпринимателей в ИНОСИП это называлось. И там был такой мини-дефиле. В это же время, в эти же даты я участвовала, поехала в Вильнюс, это Литва, выставка международная, посвященная текстилю и моде. И посмотрела, попала на настоящий показ мод, познакомилась с дизайнерами, можно сказать, создала какие-то связи, да, для нашего роста. И когда мы уже начали основательно продумывать и понимать, что это может быть бизнесом, Раиса, она училась тоже на социального предпринимателя, написала бизнес-план, защитилась, то есть и нас поддержало государство. Мы начали наши первые шаги. Нас писали газеты омские. Вот, ну, то есть вы можете всю эту информацию, она публичная, вы можете найти ее в интернете. И у нас, ну, как бы возник вопрос в том, что как бы ускорить вообще создание всех этих изделий, и мы поняли, что просто нужна команда. И с 2020 года мы начали мастер-классы. Мы снимали их на видео, на телефон просто, ставили штатив, все обрабатывали. Сейчас, конечно, у нас качество видео намного-намного выросло, да, со временем, но тогда мы как слепые немножечко котята, что ли, шли вот на ощупь, не знаю вообще, как выстроить такой мастер-класс онлайн, потому что мы начинали офлайн, но так получилось, что началась пандемия, всех заперли дома, и мы как раз стартанули с мастер-классом онлайн 2 апреля 2020 года. И первыми нашими ученицами стали наши подписчики в Инстаграме. То есть мы просто написали пост, и люди начали писать, что да, я хочу принять участие. Вот вчера я была в гостях у Олеси, у меня тоже такая ностальгия была. Я пока к ней ехала, я вспомнила, что Олеся, она была первым мастером, которая написала, вот буквально я выложила пост, и буквально там через 3-4 минуты написала: Олеся, я хочу. И я с ней только переписываюсь, скидываю ей реквизиты для оплаты, она тут же оплачивает, а у нас еще мастер-класса нет. И я думаю, о боже мой, ну, то есть надо быстрее начинать делать, ну, потому что мы даже не знали, а будет ли это интересно для кого-то. И у нас вот так вот по чуть-чуть мы стали создавать уроки, мастера стали их
проходить эти уроки, создавать сначала мотивы. Много было мотивов, много мастеров проходили. Сначала мы делали вот эти бесплатные мастер-классы, как и сейчас вы проходите. Потом была у нас платная часть. И мастера вязали. И вот у нас даже проходили прямые эфиры, но они проходили у нас в... Сейчас... Вот у меня вот эти вот все, которые более-менее известны, так как вы сами возитесь. Я очень... Прям ложечкой это самое. Я знаю, что это вообще каторжный труд, это очень много денег. Это записать и объяснить так, что вам не... Да, спасибо большое вам. Наши прямые эфиры в первые потоки, они проходили в Zoom. Там было удобно, что каждый мастер, он мог включить камеру, и мы всех видели. И таким образом мы знакомились друг с другом. Сначала, может, даже немного людей приходило, потом все больше и больше, но мы также, вот Раиса сама выходила в прямые эфиры, и мы обсуждали каждый мотив, как вязать, все нюансы. Во время этого... Так, немножко отступлю. Первый, вообще, получается, наш мастер-класс, это был на жакет. Создавался этот мастер-класс 14 месяцев. То есть нам оплатили работу мастера, и мы делали уроки. И, честно, мы очень надеялись и думали, что мы создадим этот мастер-класс месяца за 3-4. Но как же мы ошибались? У нас ушло на это 14 месяцев. И поверьте, это был очень-очень большой труд. Но благодаря этому труду мастера освоили эту технику в совершенстве и увидели все нюансы при сборке изделия на заказ, да, вот изделия в стиле ирландского кружева. Раньше у нас была вся работа в WhatsApp-чатиках, и мастера делились своими работами уже, показывали там на манекене, рассказывали там, какие впечатления, показывали, именно все этапы, то есть это как проходит сборка сеточки, какие мотивы вяжутся, желали друг другу каждый день доброе утро. И действительно, это была такая команда, которая шла немножечко на ощупь, и мы не понимали, а действительно у мастеров получится или не получится именно сделать это в онлайне, потому что до этого было принято, что изделия такой техники только офлайн, да, преподавались. Но мастера, которые никогда вообще не держали до этого крючок в руках, начали создавать свои изделия. Вот вы, например, сейчас видите, это Екатерина Сосновская, слева ее комментарий, а справа это она провела себе фотосессию, это ее первое изделие в технике ирландского кружева. Конечно, со временем мы стали более профессиональны в своей сфере. Мы создали свою платформу с личными кабинетами для каждого мастера, оформили все уроки под отдельную страницу, собрали там техническое задание, все переписали, сделали PDF-файлы очень красивые, все видеоуроки, все с ссылочками, примеры других мастериц, как у них получилось связать данные изделия. Если вы проходили наш мастер-класс «Новичок», то вы уже видели, как удобно на нашей платформе. И сейчас на нашей платформе около 700 мастеров. Представляете, что мы на самом деле эту платформу запустили всего год назад, и уже вот 675 мастеров к нам присоединились. Хочу немного рассказать про манекены. Проводя прямые эфиры в Zoom, у мастеров возник естественный вопрос, а как же мы соберем изделия? И знаете, это было так интересно. Я присутствовала на этом эфире. Раиса с такой легкостью и недопониманием, таким, знаете, прям детским немножко спросила: а как? А вы что, у вас нет манекена? Или как вы делаете изделия? Вы же как-то вязали до этого? И они сказали: нет, у нас нет манекена специально. И вот тогда появилась идея создать как бы изделие, манекен-изделия на заказ, да, то есть начать делать эти манекены для мастеров, потому что этот инструмент просто им будет необходим. Он облегчает сборку в разы. И тут уже полный полет фантазии, если мастер заказывает себе большой манекен, да, то есть, например, манекен полклёш, да, вот. То есть она может создать там изделие, и жакет верхняя снимается, и юбку классику, и юбку расклешенную. То есть если мастер понимает и чувствует этот инструмент, то она уже на этом инструменте действительно может творить роскошные изделия.
Мы стали делать подробные технические задания, выкладки на этот инструмент. То есть до этого у нас было понимание, что мы обучим точно, как связать мотивы, как связать сеточку, но как сборку мы до конца не понимали. Но когда мастера сказали, пожалуйста, сделайте нам манекены, мы сделали им манекены на заказ, и мы поняли, так, можно писать четкое техническое задание, писать сколько каких мотивов на какой размер, и тогда мастера просто будут повторять. То есть они будут знать, что такой веточки столько вяжем, такого пейслика столько вяжем, колечек столько вяжем. Конечно, может напугать, что колечек больше 100 нужно навязать на одно изделие, но вот такое техническое задание, их, правда, очень много. И мастера начали вязать. Вязать. И мне так нравится, каждый мастер начал себя по-разному проявлять в этом, благодаря этому манекену. То есть они стали где-то видоизменять выкладку, где-то что-то добавлять, где-то свой какой-то мотив. И у них стали получаться изделия, полноценные изделия, жакеты. Это все наши мастерицы, которые прошли. Это, поверьте, это еще маленькая часть мастериц, которые прошли. То есть это не все. Какие же у нас есть мастер-классы сейчас, спустя 4 года нашей плотной работы? Конечно, это мастер-класс для новичков. Он называется «Новичок». Участие вообще в любое время, но оно ограничено по времени, ровно доступ месяц у вас. Это 15 небольших видеоуроков, 2,5 часа контента суммарно. Это сообщество, то есть там есть чат Телеграма, куда вы можете сдавать свои домашние задания, получать поддержку от куратора, от Ларисы Дей. И помните, да, ее стаж вязания более 38 лет. Это достаточно много. Это авторские небольшие мотивы, и в конце каждого участника ждет подарок. Но единственное, время на этот мастер-класс ограничено всего месяц. Поэтому если вы зарегистрируетесь, а ссылка на регистрацию будет под этим видео, то учтите, что у вас будет ровно месяц, чтобы пройти этот мастер-класс. Далее доступ закроется. Далее у нас идет мастер-класс погружения. Погружение непосредственно в ирландское кружево. У нас есть подробная видеопрезентация про этот мастер-класс на нашем YouTube-канале. Можете посмотреть, там прям расписано, зачем урок идет, чему обучается. Но, конечно, таким важным камнем преткновения любого мастера, который сталкивается с ирландским кружевом, становится нерегулярная сеточка. И мастер-класс погружения позволяет, благодаря тем навыкам, которые вы получаете в процессе прохождения этого мастер-класса, убрать этот страх нерегулярной сеточки и создать по окончанию мастер-класса небольшое изделие. Какое изделие? Тут уже ваша фантазия. Может быть, это будет воротничок, может быть, это будет нашивка на декоративную подушку. То есть тут, правда, вот только ваша фантазия. Кто-то сделал клатчик, то есть обвязал так клатч. Большие мастер-классы – это болеро и жакет. После того, как мы отстали весь мастер-класс по жакету, я очень часто выходила в прямой эфир в болеро зеленом, который вы видите на модели слева, и мастера просто попросили нас именно мастер-класс по болеро создать, потому что они так любовались, говорят, так, мы и это хотим изучить. И, конечно, для тех, кто у нас проходит, например, мастер-класс жакет, у них будет там бонус в прохождении второго нашего мастер-класса. Это приятные скидки. И наоборот, кто болеро проходил, тот получает скидки на жакет. Мастер-класс болеро мы собрали группу вот буквально в октябре. Сейчас у нас, получается, идет набор в группу в ноябре на мастер-класс жакет уже 11-й поток. И старт этой группы будет получается, где-то через неделю. То есть 15-го у нас пройдет прямой эфир, и около числа 22-го мы уже будем формировать новую группу. Про наш марафон. Почему же он бесплатный? Программа нашего бесплатного марафона – это небольшая вводная часть к мастер-классу жакет. То есть те мотивы, которые вы здесь изучаете, как мастер-класс по колечку, он уже, кстати, в телеграм-канале есть, уже в телеграм-канале также есть листик, да, то есть это второй мотив. Третий мотив будет завтра, это цветочек с пуговкой, и четвертый мотив – это цветочек с клонзой. Авторская разработка Раисы Демидовой. Все эти 4 мотива, они входят и являются частью
самого изделия жакет. Поэтому это такое мини-знакомство с нашей командой, с нашим подходом в обучении, с нашими уроками, с нашими PDF-файлами, как устроена вся наша система. И если она вам приятна, близка, если вы будете получать результат, проходя наши мастер-классы, и вам будет это нравиться, то добро пожаловать. 15 числа мы проведем прямой эфир, посвященный именно программе мастер-класса «Жакет». Приходите, слушайте. Кто будет на этом прямом эфире, для них будут самые выгодные условия на прохождение этого, на приобретение, на прохождение мастер-класса. И вот у нас на прошлом эфире был вопрос, связанный с доступом. Мы доступ не ограничиваем к тем, кто приобретает наши мастер-классы. Более того, если вы вступаете в группу мастер-класса «Жакет», она закрытая, проходит в телеграм-канале у нас есть, и там проходят регулярно прямые эфиры, 2 эфира в месяц. И вы, по окончанию мастер-класса, если у нас набирается новая группа, вы также можете участвовать в этих прямых эфирах. То есть там беспрерывная поддержка куратора. Пока мы будем проводить этот мастер-класс, у вас будет эта поддержка, даже если вы пройдете, там пройдет тот срок, который рассчитан на прохождение конкретно этого изделия. Внимание, для тех, кто свяжет все 4 мотива и пришлет до 22 ноября в подарок, получит 5-й мотив в подарок. Это листок. Этот, кстати, мотив входит в мастер-класс «Мастер». Это закрытый мастер-класс. Его просто так не получить, поэтому это прям такой приятный бонус. Не упустите его. 4 мотива до 22 ноября. В принципе, мне кажется, вполне возможно связать. После 22 ноября все уроки, которые были выставлены в нашем телеграм-канале, к ним доступ закроется. Поэтому не пренебрегайте этим временем, используйте его, чтобы получить еще и подарок. Как я уже сказала, мастер-класс «Жакет», он подходит вообще для знакомства с техникой ирландского кружева. Мастер-класс полноценно длится 7 месяцев. 15 ноября у нас будет прямой эфир, посвященный на тему, как создать изделие в технике ирландского кружева, а сам вот этот марафон бесплатный, он с 11 по 15 ноября проходит. Все, спасибо за внимание. Отмечайте нас, пожалуйста, в социальных сетях и не пренебрегайте вот этим вашим опытом. Вот вы сейчас вяжете те же самые колечки, листики, цветочки. Правда, фотографируйте только при хорошем освещении, желательно, конечно, там дневное солнце, да, может быть, на подоконник разложить на какую-нибудь красивую подложечку. Фотографируйте эти мотивы, и вам это, может, вы сейчас это не воспринимаете всерьез, но поверьте, когда даже вы в социальных сетях этим делитесь, рассказываете своим друзьям, чем вы занимаетесь, может быть, именно так вы получите свой первый заказ в этой технике. У нас даже были истории того, что мастер, например, выложила в социальных сетях историю, что хочет пройти этот мастер-класс, но не хочет, например, конкретно себя вязать это изделие, кто хочет оплатить ей этот мастер-класс, там этот же манекен, чтобы она создала изделие, и, получается, она создала изделие, она прошла мастер-класс, ей его оплатили, и инструменты, и мастер-класс, она его прошла, и мало того, что у нее портфолио в виде уже первого готового изделия, так у нее есть навыки, которые она получила, пройдя. И вообще этот прямой эфир я хочу посвятить Марине Ивановне как первому человеку, с которого на самом деле все началось. С учителя, который вдохновил, помог, где-то поддержал, где-то немного покритиковал, но с пользой, да, то есть она показывала рост, куда можно расти, куда можно развиваться. И я точно уверена, этот человек не останется без следа в сердцах, кто смог с ним соприкоснуться. Вот. Я думаю, что учитель — это важно. Учитель помогает нам в нашем развитии, он является для нас примером. И абсолютно у каждого есть этот учитель на пути. И я понимаю, что есть возможность, там, например,
как Раиса раньше делала, смотрела, вдохновлялась в интернете работами, вязала, пытаясь что-то повторить, да, и это, да, это было бесплатно, но это не приводило к каким-то конкретным результатам, пока не появился наставник. Когда появился наставник, начался действительно рост уже в какую-то конкретную сторону. И я знаю, что я часто встречаю даже в социальных сетях, где пытаются повторить наши изделия, и мне радостно понимать, что рано или поздно эти мастера, которые пытались как-то повторить нашу технику или как-то повторить наши изделия, что они приходят все равно к нам учиться, потому что понимают, что ну, хочется все-таки, во-первых, быть в команде, быть при этой поддержке, участвовать в наших прямых эфирах, видеть нашу поддержку, потому что мы наших мастеров рекламируем и в социальных сетях, и в других пабликах. И вот, как сказала Альбина, да, на предпоследнем эфире, что мы ее прорекламировали, а она получила благодаря этому свой заказ на ирландское кружево. Прекрасно, прекрасно. Мы поддерживаем мастеров, мы создаем комьюнити. И нашей целью так и осталось создать команду. И мы, я думаю, что уже на такой финишной прямой мы сейчас доупакуем все наши мастер-классы, которые у нас есть, а далее это изделие на заказ именно с командой, благодаря команде. Это будет создаваться гораздо быстрее. У нас есть и манекены, у нас есть и изделия, мы будем рисовать эскизы, творить, и уже ориентироваться больше на такую модную, да, историю. Сейчас, пока мы еще в пути, пока мы еще развиваемся, я думаю, что это прекрасная возможность будет присоединиться к нам, у кого это откликнулось. Приходите на прямой эфир 15 ноября, мы расскажем подробнее вообще про этот мастер-класс «Жакет». И знаете, что все начинается вообще с маленьких шагов. И вот как ирландское кружево, любое изделие, собирается по этим маленьким-маленьким мотивам, там колечко, листик, цветочки, далее уже более сложные, но вот этот рост постепенный, он происходит. И как же приятно видеть, что мастера, они начинают и в себя больше верить, видеть и понимать, что они могут монетизировать этот навык. И, возможно, все, ну, начинается с такой любви к вязанию, любви к красоте, с хобби, да, некого, такого, может быть, даже несерьезно. И вот вчера мы, когда с Олесей общались, мне было очень приятно видеть, что она спустя столько лет, а она очень уж долго вяжет, она начала понимать, что она правда хочет вот реализоваться именно как мастер. И вот это ее вроде как увлечение, оно может привести к чему-то большему. А вчера, на самом деле, еще очень интересно было. Я поделилась своими впечатлениями. У нас был прямой эфир с ней, и мы его записали, выложили в YouTube. И мы там так много комментариев получили, и там такие комментарии, они очень, теплые, как будто бы люди вот знают Олесю, и поэтому они это пишут. И Олеся мне рассказала, что ее сестра родная взяла эту ссылку, начала отправлять своим знакомым. Те знакомые начали отправлять своим знакомым. Там, короче, чуть ли не весь завод получил все эти лайки, все эти ссылочки. В общем, люди начали друг друга, ее родственники, пересылать, стали ей звонить и говорить, почему ты еще вот это изделие не включила в эту презентацию? Ну же такое красивое. А там, как бы, я думаю, что и у вас, если вы давно вяжете, изделий-то будет много. Но некоторые изделия, не то, что не хочется показываться, немножко стыдно, потому что, может, вы знаете, где там нюансы какие, может, где-то техника ваша хромала, да, такие еще первые. И хочется, конечно, лучшее показать. И Олеся вчера с таким воодушевлением мне рассказывала, что все ей звонили после этого прямого эфира, хвалили, они не знали, чем она занимается, они даже не представляли, какую красоту она вяжет. И мне кажется, большинство, кто вяжет, они, правда, пренебрегают там, фотосессиями своих изделий, не могут не относиться к этому сильно серьезно. Как показала практика, даже вот с нашей историей, да, с мамой, каждое хобби, оно может перерасти в какой-то классный бизнес, в какое-то классное направление, где мастера объединяются, где они начинают вязать, где они учатся, где они создают такую свою команду, делятся, поддерживают друг друга. И я думаю, это очень важно именно вот эту поддержку получить. Прежде всего, получить ее как от учителя и наставника, потому что за этим точно будет ваш рост. У нас история была такая. Благодаря Марине Ивановне
Раиса Петровна получила все эти навыки, и она смогла их не только монетизировать, но и качественно улучшить свою технику до такого совершенства, что сейчас ее эскизы, ее схемы по вязанию, они 3D. Я не знаю, если кто из МК-мастера или вообще встречался с ее схемами, это действительно мастер с большой буквы. И все может начаться с вашего просто хобби и перерасти во что-то большее. Просто нужно в это верить. Вот. Я хочу передать слово Раисе Петровне. И если у вас есть вопрос, вы можете включать там ручку, и мы включим вам микрофон. Спасибо, Анжелика. Я как раз вот это видео Марины Ивановны, она каждый раз, когда мы запускали бесплатные онлайн-мастер-классы для новых потоков, и, естественно, все наши кураторы, они писали приветственные слова. И вот тоже вот здесь вот у Мариночки было красиво, хочу прочитать их. Это которые она присылала, вот эти вот слова. Она пишет так. Изначально рекомендую всем вам не торопиться с выполнением домашнего задания, а очень внимательно посмотреть видеоматериал и уже потом начать вязать. Запомните, великое начинается с малого. Базовые элементы составляют основу композиции ирландского кружева. Именно поэтому так важно научиться безукоризненно выполнять мелкие элементы. Да, сначала может быть трудно, ведь у вас у всех разная степень владения крючком. Но освоив базовые элементы, вам будет намного проще справляться с элементами сложными. Это доказывает опыт первых 3 потоков. Желаю всем успехов в нашем нелегком кружевном труде, терпения, усидчивости и творческих успехов. Вы знаете, вот то, что она была учителем, я могу вам даже вот такой пример. Дело в том, что когда у нас начались мастер-классы, я, конечно же, в связи с тем, что очень было мало времени, с ней общаться очень тесно, как раньше, не могла. Но она общалась именно со своими ученицами в группе. И когда случилась вот эта трагедия, Марина Ивановна ушла, Екатерина Сосновская, она мне прислала звуковые файлы, которые прислала ей Марина Ивановна уже будучи в больнице и под маской кислородной. Представляете, она даже под кислородной маской, она дождалась результата Марины Сосновской, она увидела фотосессию, она передала свои вообще ощущения, свой восторг, и у нее было вот в ее словах, как у учителя, как у мастера, что она вот эта черта ее жизни была, представляете? Вот это последние ее были слова. Я когда слышала эти слова, она мне переслала лично, в личку переслала Екатерина. Мне было очень, конечно же, тяжело это все слышать, и очень приятно, что Марина, она даже до последнего дыхания оставалась тем человеком, который хочет что-то оставить и что-то дать. Вот это добро, вот это знание, вот такой жизненный путь, так закончить его, уйти настолько вот с такой любовью. Я просто была вообще в шоке, что это так было быстро произошло, вся эта трагедия. Марина Ивановна, у нее еще была и вторая фамилия в Одноклассниках, она иногда была Каверсиной, по-моему, так. Но вот я привыкла, что это была вот фамилия Марина Ивановна Иванова.
Так что если кто-то будет встречать, или группа все равно остается, след остается в Одноклассниках. Я даже, по-моему, кто-то мне писал, и она выставляла мои платья, мои вот фотографии изделий, и кто-то писал, что искал эти платья, и это была Марина Каверсина. Вот. Это была Марина Ивановна наша. Поэтому она вот всем, вот всей своей, вот как сказать, всей своей душой она помогала. И вот так что это хороший вообще пример для создания именно своего пути. Определенный момент человек просто подводит черту и понимает, что сколько времени осталось. И вот это вот оставшееся, он просто себя реализует. Вот я думаю, что Марина Ивановна, она реализовала себя все буквально за эти 2 года, которые вот была возможность себя отдать этому миру. Поэтому я, знаете, благодарна судьбе, конечно, когда встречаешь таких людей. Во-первых, это рука друга, которая реализует и себя, и дает возможности реализоваться другим. Поэтому мы именно так же идем в этой жизни, помогая именно талантливым людям. Потому что таланту надо обязательно помогать. Потому что вот мир просто нуждается сейчас именно в красоте. И красота – это, во-первых, женская часть нашего мира. Поэтому я думаю, что это наша задача. Наша задача оставить именно вот красота, любовь. Это очень большая энергетика. И вот эта энергетика, она просто необходима сейчас миру. Я думаю, что вы понимаете, почему это. По-другому никак. Во-первых, это нас сохраняет и оберегает нас всех. А то, что манекены, вы знаете, вот когда я сама по первому образованию, еще второму была маркетологом, и я поняла, проходила маркетинг. И я тогда именно, когда начала вообще интересоваться ирландским кружевом, ручным вязанием, и я поняла, что есть проблема, это ручного вязания, это плохая посадка рукава, и вот это вот где-то нестыковки. И вот этой нестыковки, то, что есть на рынке, именно швейные манекены, а вязание, то есть манекенов для вязания нету. Что такое вязание? Это такое же полотно кружевное, которое необходимо одеть на швейный манекен. А как его одеть? Сначала его надо связать, и связать его надо с теми прибавками, которые необходимы в нашем изделии. То есть, и мы пошли от обратного. То есть мы делаем сначала манекен изделия, для того, чтобы потом уже, когда мы сделаем манекен изделия, для того, чтобы потом уже одеть уже на заказчика, или для хорошей подачи можно воспользоваться швейным манекеном. Вот такой момент. Но еще швейный манекен, конечно, есть разные. Вот то, что у нас были первые, так сказать, манекены, они разбивали шаблон для мастериц. Я помню, как многие не верили, что это их, то есть их размеры, потому что там же идут прибавки по изделию. Я помню, как Тамара у нас до последнего, помнишь, вязала, и она вообще очень человек, который
очень педантично, очень вот сконцентрирована на каждому элементу, очень хорошо, техника великолепная. И когда она вязала на манекене, и его ни разу вообще не снимала, не поднимала вообще. Когда она связала, и у нее были сомнения по манекену. И когда она связала и одела на свою дочку, и, конечно же, уже здесь у нее было вот ликование мастера, потому что у нее все получилось, все отлично, хорошо сидит, великолепно. Если ты покажешь, Анжелика, у нас был даже такая была конференция, где мы пригласили Тамару для того, потому что ее эмоции после того, как она связала и увидела свой результат, конечно же, были великолепны. Кстати, даже есть маленькие ролики в интернете, да, в YouTube. Вот. Поэтому вот здесь вот такой вот момент с нашим манекеном. По манекену еще получилось так, да, когда мы запустили онлайн, если мы делали офлайн, здесь как бы проблем не было. А когда онлайн, я поняла, что, наверное, так как я это со своей головы понимаю, что для меня это легко, потому что я как бы с опытом скульптора у меня есть, то есть опыт скульптора, была мастерская скульптурная. И потом, когда у нас получилось, мы дошли до сборки, я поняла, что нужны будут манекены. Для меня был, конечно же, шок. Я сначала попыталась сделать мастер-класс для изготовления манекена. Потом я поняла, что для того, чтобы изготовить манекен, им надо иметь опыт именно вот этого скульптора. И потом я поняла, что либо мы делаем манекены, учимся, либо мы становимся мастерами ирландского кружева. То есть надо делать выбор. Поэтому, конечно же, кто пришел учиться на курсы именно изделия ирландского кружева, мы стали это именно основную работу, и просто инструменты, манекены мы решили сделать уже это как дополнительные услугу именно по манекену. Поэтому таким образом мы решили эту вот проблему. Но я всегда, если честно, когда отправляю манекены, всегда за них переживаю, как за своих детей, потому что все равно то, что я делаю, я очень люблю. Поэтому очень-очень всегда жду результаты ваших работ. Мне очень приятно видеть конечную результат вашей работы и ваши вот эти вот хорошие эмоции. Вот эти вот те эмоции, которые позволяют нам жить. Так что в добрый путь. Я только сейчас написала по поводу, можем ли мы на YouTube выложить отдельно вот рассказ Тамары как раз из прямого эфира про вот ее опыт работы с манекеном. Она у нас и жакет прошла, и болеро прошла. Вот. А оказывается, Света уже вчера подготовила все, поэтому скоро на YouTube-канале подписывайтесь, Dlay Studio, у нас будет это видео добавлено. Мы сейчас такую прям рубрику ввели в наш YouTube-канал. Мы прям короткие истории выставляем, буквально 5-15 минут, и мастер делится своим опытом, как он проходил наш мастер-класс, какой у него получился результат. Приятно видеть и то, что аудитория растет, и вовлеченность, и больше всего меня радуют такие комментарии в YouTube, когда пишут: а где вы были все это время? Типа, я всегда мечтала вообще ирландское кружево изучить. Где вы были? А мы развиваемся постепенно, по чуть-чуть, да, возможно, у нас нету миллиардов подписчиков, ну и вот, мне кажется, в принципе, очень важно, когда ты что-то пытаешься выстроить, особенно команду, да,
это как-то делать планомерно, как и изделие из ирландского кружева вяжется очень медленно, ну, относительно любого другого, мне кажется, вида кружев, да, так и вся эта команда, так и наш рост, он тоже происходит планомерно, по чуть-чуть. И я думаю, что сейчас, глядя на свои работы, например, та же Раиса, видит свой рост колоссальный, как ее техника улучшилась, как натяжение нити стало намного лучше, какие идеи возникают, да, уже совсем другой уровень. И этот уровень, ну, это мастерство, оно растет только при ваших вложениях. Это могут быть временные вложения, материальные вложения, как в инструменты, да, или в знания, которые вы приобретаете. Но в любом случае это некие мы вложения делаем для нашего же роста. И приятно сейчас видеть, как мастерам их вложения начинают, ну, не только окупаться, возвращаться, как будто их как вознаграждение за то, что они когда-то поверили в себя, прежде всего, что они смогут, да, вложились в это, уделили этому время свое, и сейчас они начинают свое вознаграждение за этот труд получать. Мне кажется, это действительно это то, что стоит делать, это расти, развиваться в том направлении, в котором вам прежде всего нравится, потому что мы никогда не знаем, сколько нам осталось. С Мариной Ивановной, то есть мы были в таком шоке, когда... То есть мы знали, что она попала в больницу, знали, что она заболела этой всем известной болезнью, но у нас даже в умах не было мысли, что что-то может плохо закончиться. А там буквально меньше недели, и человека нет. И это был такой шок. Мы просто... Ну, мы были в шоке, честно. И сейчас ее история для меня является очень показательной, что нужно, несмотря ни на что, всегда делать то, что ты любишь, и тогда даже вот до последнего. И вот история, что голосовые сообщения она Екатерине Сосновской отправляла, да, они прям до слез. Потому что человек снимал эту маску и говорил это голосовое сообщение, потому что она хотела именно голосом передать свою похвалу ученице, которую она курировала и вела к этому, на этом пути, да, создания изделия. И у Екатерины был восхитительный результат жакета, я его видела вживую. Мне жаль, что Марина Ивановна не видела фотосессию, но... Она ее видела. Я имею в виду фотосессию. То есть это уже случилось спустя год. Мы провели свою фотосессию. И ничто не вечно. И от этого еще драгоценнее становится и наш путь, и наши жизненные выборы, да, и то, что мы делаем каждый день, потому что никто нашу жизнь за нас не проживет. И то, чем мы занимаемся в данный момент, я понимаю, что мы объединяем мастеров, мы помогаем им реализовываться в своей, да, вот сфере творческой, и мы в них верим. И я вижу, как эта вера воздается все по заслугам, и я рада видеть рост. Я просто рада видеть рост. И вчера с Олесей мы очень так долго, душевно разговаривали. Я чуть не опоздала, да, куда дальше нужно было ехать. Но вживую увидеться, это так приятно. Это очень-очень приятно вживую обняться, поговорить, поболтать. Это, конечно, не прямой эфир, но в любом случае знакомство именно через прямые эфиры так произошло. Просто мастер вот к нам подключилась, общалась, мы ее видели, фотографии, видео, созвоны какие-то. Ну и в конечном итоге это растет и становится целой семьей на большом шарике. Мы становимся семьей. Этот эфир был посвящен знакомству с нашей командой. Это, на самом деле, небольшая часть команды была освещена. Я думаю, что через пару месяцев, когда на YouTube там уже накопится 10 тысяч подписчиков, мы проведем какую-то полноценную презентацию нашей команды, расскажем о каждом поподробнее. Но я думаю, что вы узнали за этот эфир нас чуть ближе, увидели, так сказать,
с чего начинался, да, путь, и как мастер рос, и к чему это вот сейчас приводит. Ну и главная мысль, которой мне хочется подытожить этот прямой эфир, что наличие наставника или учителя помогает в развитии гораздо быстрее. Потому что человек, который уже прошел определенный путь, он поделится с открытой ладонью, отдаст все свои секреты. И действительно, мне кажется, большой наградой для учителя являются результаты мастериц, которые, ну, вот, с ним соприкасались, да, и кому он передавал как учитель свои знания и навыки. Спасибо большое за то, что пришли на прямой эфир. Если бы вы не пришли, эфир бы не состоялся. И всю работу, что мы делаем ее благодаря вам и для вас. Берегите себя. До свидания.